Друзья, приветствую! Мы находимся на Пхукете. Я думаю, что все знают фразу «Тай – это рай». Люди, которые хотя бы один раз в Таиланд приехали, они потом очень хотят сюда, во-первых, вернуться, а во-вторых, все начинают хотеть прикупить здесь какой-нибудь домишко, какую-нибудь виллочку, какой-нибудь кондик. Ну, просто потому что в Таиланд действительно невозможно не влюбиться. Я первый раз прилетела на Пхукет год назад, и с тех пор я точно так же по классической схеме. Во-первых, хочу сюда вернуться, а во-вторых, хочу сюда проинвестировать. И кто подписан на мой телеграм-канал, вы наверняка помните, что я сказала, что мне хотелось бы поизучать как бы для своих личных целей рынок недвижимости Пхукета. И на это мое сообщение ответили ребята из команды Sunway Estates и пригласили меня в гости. Обещали все показать, накормить, рассказать. И вот я тут, я прилетела, я готова изучать рынок недвижимости Пхукета и предлагаю вам сделать это вместе со мной. Пойдемте. Друзья, ну что, рада вам представить моих проводников по Пхукету. Алексей, Александр, компания Sunway Estates. Ребят, давайте мы сначала аудиторию с вами познакомим. Чем занимается компания Sunway Estates и чем вы можете быть полезны людям, которые хотят купить недвижимость в Таиланде? Компания Sunway Estates работает в Таиланде уже с 2010 года и на протяжении 14 лет предлагает полный цикл услуг в сфере недвижимости Таиланда. У нас есть как девелопмент собственных проектов, так и контроль управления строительными работами, также агентство недвижимости. Мы агентство полного цикла обслуживания. Мы работаем в Бангкоке, на Пхукете и на Самуи. И предлагаем нашим клиентам инвестиционную недвижимость, а также недвижимость для собственного проживания. Ребят, скажите, пожалуйста, вы еще не пожалели, что вы меня пригласили в гости? Мы очень рады, Кира, и будем рады показать тебе и всем нашим зрителям Пхукет с новой стороны. Слушайте, это прекрасно, то что вопросов у меня про рынок недвижимости очень много. Я прям выписала себе на 3 листа. Так что, с вашего позволения, завтра начнем экскурсию по острову. Идет? У нас как раз на 3 листа ответов. Шикарно, прекрасно. Друзья, ролик обещает быть совершенно точно познавательным и, надеюсь, что не скучным. Я готова. Проходите. Здесь мы сразу попадаем в кухню, гостиную, обеденную зону. Какие ложки! Ребята, кто-нибудь видел такие ложки? Очень интересные Мне ложки. кажется, подходит, чтобы закапывать какие-нибудь клады. Здесь характерный стиль этого застройщика и именно этой планировки, именно этого типа вилл. Это высокие деревянные потолки и высоченные раздвижные двери, которых вы не увидите практически нигде. Да, полностью вся дверь раздвижная как впереди, так и по задней части дома. И при раздвижении дверей вы попадаете на уличную зону террасы бассейна, что создает еще большее пространство открытое, как бы объединяя внутреннюю и внешнюю зону виллы. Я немножко боюсь, но все-таки спрошу, сколько такая вилла стоит? Такая вилла стоит от 40 миллионов бат. Это если покупать ее на раннем этапе? Да, это покупать ее если покупать на раннем этапе, и первый взнос составляет 30%. Дальнейшая оплата идет по графику с привязкой к прогрессам строительства и растягивается от года до 2 лет, в зависимости от того, на каком этапе вы заходите, в каком из проектов этого застройщика. Но в целом у этого же застройщика в схожих спецификациях виллы начинаются от $500 тысяч, что там составляет, комнат, да, там меньше площадь участка, меньше комнат, проще отделочные материалы, нету таких высоких дверей, высоких потолков, но в целом также тот же застройщик, также красивые сады, хорошее качество отделочных материалов, и да, начинается примерно от $500 тысяч. Это мастер-спальня, основная хозяйская спальня. Посмотрите, какой она площади. Также окружена большим количеством витражей открытых, за счет чего попадает много солнечного дневного света и зелени. Ну и также из нее можно попасть в зону на террасу и к бассейну. Ой, садишься такой после тяжелого рабочего дня, смотришь, думаешь о вечном.
Сколько? 40 миллионов надо для старта? Да, Получается? для старта всего 30%. У вас есть 40 миллионов? Здесь мы попадаем на закрытый участок с газоном, садом, бассейном. Прогуляемся, Уличная посмотрим, кухня. что там. Да, Вот уличная кухня – это прям кайф. очень актуально. Особенно для тех, кто приезжает в этот климат из зимних стран. Мгм. Многие предпочитают готовить именно на улице. Здесь еще вилла доделывается. Поэтому видим, как раз зона барбекю инсталируется. Зона отдыха здесь же открытая, ну и бассейн. Красота. И сколько всего вот в комплексе будет таких вилочек? В этом комплексе, если я не ошибаюсь, по-моему, около 50 вилл. Но вообще у застройщика порядка 7 проектов, сейчас уже больше, двигается параллельно с разным количеством вилл в разных ценовых категориях и примерно в 5 разных дизайнах. Я тут увидела цифры. 400 тысяч россиян за последний год побывали на Пхукете. Как тебе кажется, почему люди сюда едут? В чем уникальность острова? Я бы даже сказал, что эта цифра больше. И она наверняка в этом году превысит еще раз. Мы недавно совсем разговаривали с нашими знакомыми туроператорами, и прирост там ожидается до 30% и выше по отношению к прошлому году. То есть мне кажется, что за миллион есть реальности перевалить за миллион для граждан России и СНГ. Почему популярен? Но, наверное, отчасти это ограниченная география путешествия сейчас, но в зимнее время Таиланд всегда был у нас в топе, да, и до всех ограничений. Поэтому, если говорить именно про Пхукет, могу сказать, что однозначно развитие инфраструктуры. После ковида Пхукет восстановился очень быстро. Восстановились все отели, открылись новые отели, строится новый вилловый фонд, которого ранее не было. Это вот виллы такого класса, в котором мы сейчас с вами находимся. Не было такого размещения для определенной аудитории. Это тоже однозначно фактор привлечения. Далее это другая растущая инфраструктура. Это фонд гастрономии на Пхукете, это яхты, это гольф, это аквапарки. То есть все это было открыто, очень много из этого было открыто уже после ковида, и оно однозначно привлекает сюда больше и больше людей, потому что совершенно разнообразный досуг абсолютно для всех, как для семей, так и для молодых пар, как для спортивных каких-то мероприятий, организаций. То есть, в принципе, наверное, можно практически все нужды закрыть на Пхукете уже сейчас. А каким станет Пхукет через 10 лет? Об этом очень много сейчас говорят, потому что Пхукет, он настолько изменилась, его структура, его конъюнктура рынка, то есть это всегда был Пхукет такой holiday destination для туристов, и мы видели Пхукет в разрезе нескольких курортных районов. И опять же, пост-ковид инфраструктура Пхукета настолько изменилась, что мы даже недавно делали срез и общались с многими застройщиками по собственным клиентам и по клиентам, просто застройщикам. И, допустим, если брать виллы, то больше половины покупателей вилл приобретают их для себя. Не планируют их перепродавать, не планируют сдавать их в аренду, а оставляют их в собственную эксплуатацию. И вот все говорят, какое количество объектов сейчас входит в рынок, да, как вообще, что будет с Пхукетом. Вот на сегодняшний день 2 года там, да, активной, суперактивной стройки на Пхукете, растет жилой фонд, и найти виллы в аренду, хорошие новостройки в аренду практически нереально. Это факт, его подтвердит каждый. И не только, даже не говорим о holiday rentals, там, об аренде на пиковый сезон, даже в долгосрок.
Вот виллы Ботаники, в которой мы находимся, на них стоит очередь для того, чтобы сдать их в долгосрочную аренду. Многие даже не пытаются из собственников играть в краткосрочную аренду, уходят в долгосрочную, потому что это проще и стабильнее. Вот это, возвращаясь к вопросу, что будет с Пхукетом. Пхукет, вот его настолько он меняется, что он больше не просто туристический остров, здесь очень много резидентов становится иностранных. И не только иностранных. Опять же, в ковид мы наблюдали новую тенденцию, что очень много тайцев релоцировалось на Пхукет. И эта тенденция, она с каждым годом растет. Да, например, я и, например, много других. То есть вот тот факт присутствия качественных, хороших международных школ, опять же, о чем мы говорили, это большой фактор притяжения. То есть это комфортный переезд для практически любой семьи. У нас много знакомых не только из России, из СНГ. Это Гонконг, это Дубай, это Сингапур. Много людей из Европы. И релоцируясь сюда, в принципе, люди не испытывают особого дискомфорта, потому что есть и медицинское обслуживание, и международные школы, и вот яхт, гольф, и спорт. Практически все досуговые нужды, вот такие действительно для комфортной жизни, они на Пхукете присутствуют. Поэтому очень много разговоров о том, что будет с Пхукетом, о возможном пузыре на рынке недвижимости. Вот пока Пхукет показывает как факт, что проблем не будет. Есть небольшая проблема с пробками, это факт. От него мы никуда не уйдем. Муниципалитет местный активно работает над решением этой проблемы, но это займет годы для того, чтобы ее решить. То есть строятся в планировании проекты хайвеев, авиадугов, тоннелей, расширение дорог, но это не одним днем. Скажи, пожалуйста, на Пхукете какая стратегия инвестирования наиболее распространенная? Когда человек покупает и потом по переуступке избавляется от недвижимости, да, фиксируя рост стоимости, или все-таки когда человек покупает и сдает какое-то достаточно продолжительное время? Если брать срез наших клиентов за последние 3 года, допустим, да, то большее количество покупателей все-таки оставляет эту недвижимость себе и продолжает сдавать ее в аренду, периодически эксплуатируя ее самостоятельно. Если оценивать именно с точки зрения доходности, зачастую мы видим большую доходность при перепродаже объекта, потому что стоимость растет наиболее быстро именно на этапе от нуля до завершения объекта, ввода в эксплуатацию, облагораживания всей территории. Вот именно тогда прирост наиболее большой, и в этот момент инвестор получает наибольшую прибыль, если он выходит из проекта. Но когда проект действительно классный, и покупатель видит, что в принципе готовый продукт его удовлетворяет полностью, он не хочет его продавать, потому что не факт, что за эти же деньги, выйдя из проекта, он сможет купить что-то еще аналогичное и похожее. Не все хотят коротко фиксировать прибыль. Поэтому здесь, наверное, важный фактор – это цели покупки, цели инвестора. Кто-то любит более короткие инвестиционные стратегии, кто-то остается в длинную и ожидает большей длинной капитализации и по ходу также сдает недвижимость в аренду. Это очень прибыльно и достаточно легко, несложно в управлении. Мы можем быть уверены в том, что вот такой вот немножечко пирамидальной структуры, да, когда все покупают на первичке, сливают, а потом объекты никому не нужны, ее нет. Или есть такие риски? Мы все смотрим сейчас на Дубай, да, вот хочешь не хочешь, это прям, вот такой баз, который раздается на каждом углу, и там как раз наблюдается эта схема, то, что всем было обещано, и совсем иная история происходит на самом деле. Поэтому вопрос абсолютно правильный, нельзя о нем не говорить. Я здесь отвечу, что если проект выбран правильно, проектов много в рынке, да, если проект выбран правильно, то мы уверены в том, что покупатель эту недвижимость перепродаст с прибылью. Вопрос прироста, он будет коррелироваться с многими и макроэкономическими факторами, и скоростью выхода. То есть здесь можно обсуждать, будет это 10% или 50%. Но то, что инвестор выйдет с прибылью,
мы уверены, если мы заходим на правильном этапе, по Мгм. правильной цене, в правильный проект. Но, безусловно, в рынке будет тысячи историй, аналогичных тому, что мы сейчас наблюдаем в Дубае. Потому что, конечно же, по количеству запусков Пхукет сейчас на пике за последние свои 10 лет. А как определить правильность проекта? Какие характеристики? Мы всегда обращаем внимание, первое, это по всем международным признакам недвижимости, локация, да, это номер один. Второе, мы обращаем внимание на застройщика. Это очень важный критерий, особенно на Пхукете, где очень много локальных застройщиков, очень много новых застройщиков, и есть определенные факторы, на которые нельзя обращать внимание, вот именно рассматривая застройщика. Застройщик имеется в виду как сроки сдачи проекта, так и качество сдачи проекта, так и дальнейшее обслуживание этого проекта, которое повлияет на долгосрочную привлекательность инвестиционную. То есть локация, застройщик. И третье, это, конечно, цена входа и архитектурные дизайнерские решения. То есть это должно быть что-то новое, интересное, отличающееся от других конкурентов. Ну а какие могут быть подводные камни? Давай попробуем немножко привести примеров. Да, если человек, допустим, хочет самостоятельно подобрать объект, на что опираться? Опять же, даже если пройтись по вышеозвученным факторам, на которые ориентируемся мы, человек должен хорошо разбираться в локациях, ориентироваться. То есть это не просто, что Бангтао, сейчас это популярно, куплю там, но и понимать примерную карту развития внутри Бангтао, какие проекты планируются к запуску, в каких районах на Бангтао, какие будут конкуренты. То есть основная проблема, да, не проблема, но можно так сказать, фактор, который не учитывается, это то, что у нас, допустим, запуск проекта. В проект входит инвестор. Цена вроде как растет, все квартиры распроданы, но здесь этот же застройщик или другой, как только запускается этот проект, он запускает вторую, третью, четвертую фазу, и ценой своей, условиями по рассрочке или какими-то бонусами, конечно же, он убивает доходность инвестора. То есть надо понимать, какие еще ожидаются в этом же районе соседние запуски. Это, говоря такой инсайдерской информации, наверное, которую обыватель не найдет в интернете. Это застройщик и его послужной список. Саша, где мы находимся сейчас? Мы находимся у какой-то из лунок на поле для гольфа Лагуна Golf Club. Это поле для гольфа находится в Лагуна Пхукет. Многие из ваших слушателей, которые были на Пхукете, знают этот район. Это интегрированный курортный район от группы Баньян-3. То есть это очень популярный, очень престижный район. Это, конечно, фантастически, потому что я думаю, что люди, которые не были здесь, на Бангтао, вообще не могут себе представить, что Таиланд может быть таким. А оказывается, может, да, потому что это действительно все выглядит очень лакшери, очень дорого. Это, в принципе, таким и является, да, дорогое и лакшери. Слушай, а вопрос такой. По инфраструктуре. Визуально все очень у нас тут красиво. По инфраструктуре в целом Пхукет насколько развит? Пхукет в этом плане довольно уникален. То есть, если, допустим, в Бали или даже Самуи в Таиланде это очень красивые острова, но в плане инфраструктуры они достаточны, но там нет большого выбора. На Пхукете в этом плане есть все, и, как правило, все есть в нескольких экземплярах. То есть здесь есть, по-моему, 7 плюс международных школ, есть международные госпитали, есть торговые центры, есть поля для гольфа, есть марины для яхт. То есть все, что нужно для жизни, здесь есть и строится. Саш, скажи, пожалуйста, если человек приехал в Таиланд по законам, сколько он тут может оставаться по визовым ограничениям?
Кира, но у вас аудитория многонациональная, то есть в зависимости от паспорта здесь есть разные условия, но, как правило, то есть стандарт это 60 дней вы можете здесь находиться, и потом можно продлить еще на 30 дней, то есть всего 90. И потом нужно, соответственно, выехать и въехать обратно. Да, можно, как бы вы можете выехать, ехать, получить новую Visa on Arrival или Visa Exemption. Помимо этого, есть другие варианты, если хотите оставаться чуть подольше, то есть вы можете взять многократную турвизу, по ней можно заезжать, выезжать, ну, то есть по одной визе, не тратя время на оформление ее по прибытию. Понятно, хорошо. А если человек покупает недвижимость, дает ли это ему какие-то привилегии по визам, по документам, по ВНЖ, по гражданству? Вот расскажи, пожалуйста, как это все в целом устроено в Тае? Нет, с небольшими оговорками. Есть один тип виз, который довольно-таки новый, его ввели в 2022 году. Он называется LTR, это виза долгосрочного резидента. Она дается на 10 лет, она дается, там есть несколько вариантов, но один из вариантов это на основании инвестиций в экономику Таиланда. Это включает в себя инвестицию в недвижимость. Но там довольно-таки высокий входной порог, то есть минимальная сумма это 500 тысяч долларов, или эквивалент в батах или других валютах. Помимо этого, какие-то привилегии, как в Дубае или в других странах, недвижимость в плане визы или паспорта не дает. Но как бы для наших клиентов, как правило, это не проблема, потому что немного из них хотят получить гражданство Таиланда. В основном люди хотят либо вложить деньги и приезжать там несколько месяцев в году, для чего турвизы хватает. Либо, если нужно здесь постоянно жить, то есть другие варианты. Это пенсионная виза, если вам 50 лет или более. Это студенческая виза. Потом есть типы виз, которые можно купить. Это Thailand Elite. Она довольно-таки дорогая, но она самая простая. То есть вы купили визу, у вас там на 5-20 лет этот вопрос закрыт. Знаешь, вот еще какой есть вопрос. Есть такой миф или не миф, что в Таиланде, если ты покупаешь недвижимость, то земля в собственность к тебе никогда и никаким образом не попадет. И, соответственно, купив недвижимость, ты все равно можешь быть там в какой-то момент выгнан, потому что земля тебе не принадлежит. И у многих людей, которые инвестиции в тайскую недвижимость для себя рассматривают, вот именно эта мысль является стоп-фактором. Расскажи, пожалуйста, что это миф, не миф, как это все работает? Вот покупаю я недвижимость в Таиланде, она моя на 100%, на всю жизнь. Как это работает? Да, начнем с того, что это касается, очевидно, это касается только домов, то есть объектов с земельными участками. В кондо, то есть квартиры в многоэтажных домах, вы можете покупать в полную собственность. То есть там безоговорно, без всяких ограничений на владение и все остальное. А если застройщик в кондо иностранец? Это не важно, потому что кондоминиум – это форма собственности. То есть в кондоминиумах есть два ограничения при покупке иностранцам. Это первое, то, что в кондо иностранцы не могут купить в общей сумме больше 49% общей площади. То есть это делается для того, чтобы кондо, как юрлицо, оставалось тайским, чтобы оно могло платить землей под собой. И второе, то, что деньги должны зайти из-за границы. То есть, но в рамках иностранной квоты, то есть то, что вы покупаете как иностранец, это полностью ваше. По домам там все немножко сложнее. Действительно, в Таиланде иностранцы не могут владеть землей напрямую. Но, как вы видите, на Пхукете очень много иностранцев все равно покупают виллы, дома, таунхаусы. Это делается либо через leasehold, то есть это долгосрочная аренда на 90 лет, там идет 3 срока по 30 лет. Это идет с обременением, то есть имя арендатора включается в документы о праве собственности, то есть вы защищены в этом плане. Либо второй вариант – это покупка на тайскую компанию. То есть в этом случае открывается компания с иностранцем как директором, и на нее покупается земля, либо земля с домом. Остальные варианты комбинации. Как бы оба варианта отработанные, но если у вас есть какие-то опасения, то вы всегда можете купить кондо. Саш, вот не могу все-таки не задать вопрос. Есть мнение, что Таиланд все-таки уже перегрет, если говорить про покупку с целями инвестиционными. Как ты оцениваешь рынок? Это спорный вопрос. То есть, да, безусловно, после ковида был большой всплеск активности, был отложенный спрос. То есть Пхукет, Паттайя, другие курорты, они
получали количество туристов, которое было даже больше, чем до ковида. И, соответственно, рос спрос на недвижимость и росло предложение. Но в то же время на том же Пхукете, если считать проекты, которые действительно хорошие, их не так много. То есть, так как был большой спрос, появилось большое предложение, но из этого предложения не все варианты интересны. И то, что мы видим, когда мы говорим о пузыре, это есть какие-то проекты, которые, может быть, не того уровня, к которому мы уже сейчас привыкли за последние пару лет, и они не могут хорошо себя продать. В то же время на Пхукет пришло много застройщиков из Бангкока, то есть это немножко другой уровень, то есть это большие публичные компании. И некоторые местные застройщики тоже поднялись на тот уровень, когда они могут делать проекты мирового класса. И в последний год мы видели проекты, которые продавались, то есть были проекты, которые продавались за один день, были проекты, которые продавались за полгода, при том, что обычный цикл продаж в Таиланде это 1,5-2 года, то есть это от пресейла до сдачи проекта. Рынок довольно-таки здоровый, то есть такого роста, как был после ковида, уже не будет, потому что это были уникальные обстоятельства, то есть люди, которые хотели купить, не могли купить, и потом все приехали. Но я думаю, стабильный, здоровый рост цен нас ожидает. Мы находимся в шоуруме проекта Origin Tanlore World. Это большой проект смешанного использования. Он включает в себя кондо, виллы, отели, отельные резиденции и бич-клаб. Это один из самых интересных проектов на Пхукете за последние пару лет, по нашему скромному мнению. Ну, коли уж мы так приземлились хорошо в такой приятной локации, давай поговорим про деньги. И начнем с того, сколько денег вообще нужно для того, чтобы вот в 2024 году купить в Таиланде какую-то недвижимость под инвестиции. Давай попробуем сориентироваться. Вот минимальный порог входа на данный момент он какой? На Пхукете, если вести речь о минимальном пороге цен, то это будет около 60 тысяч долларов. Но в этом случае мы будем говорить о проектах, которые находятся в глубине острова, в более местных районах. С точки зрения инвестиций они не будут самыми привлекательными, потому что это более рассчитано на местных. И в таких районах сдача в аренду будет идти на долгосрочном базисе. То есть будет сдавать на год и более. То есть доходность там будет не самая высокая. Если говорить о проектах, которые находятся в пляжных зонах, то есть зонах, где много туристов, или просто в хороших районах престижных, то ценник будет начинаться где-то от 120 тысяч долларов. И, соответственно, давай поговорим еще о том, сколько денег нужно на виллу. По виллам сразу скажем, что если вилла будет в пешей доступности до моря, то таких проектов будет очень мало, и они будут очень дорогие. Как правило, виллы находятся более в глубине острова, где земля не такая дорогая. Вы можете купить виллу, начиная где-то от 400 тысяч долларов. 400 тысяч долларов. Окей, да, То есть хорошо. это будет 2-3-спальная вилла на сравнительно небольшом земельном участке, но это будет приличный проект с охраной, с управляющей компанией, то есть где будет вам комфортно жить. Хорошо. Давай еще, продолжая разговор про то, сколько нужно денег, поговорим про то, как функционирует рассрочка и все остальное. В Таиланде ведь нет льготной ипотеки, насколько мне известно. Нет, да и нет. Большинство агентов вам скажет, что в Таиланде иностранцам нельзя получить ипотеку. Это отчасти правда, но фактически есть банки, которые дают ипотеку иностранцам. Это UOB, это Bank of China. Они дают ипотеку через свои сингапурские филиалы, потому что в Таиланде, чтобы купить кондо, нужно деньги завести из-за границы. Но, к сожалению, у них довольно-таки строгие требования по
по определению денег, по гражданству, то есть русскоязычных стран там нет среди тех, кому доступны эти займы, и они поддерживают ограниченный набор проектов, то есть, как правило, кондоминиумы в Бангкоке уже готовые, и интерес там очень высокий, то есть там начиная от 8% выше. Ну, в общем случае ипотека недоступна, вы правы. Доступна рассрочка на время строительства. То есть, если вы покупаете проект, который находится на стадии пресейла, как правило, у вас есть 2 года, время которых вы будете оплачивать стоимость проекта. То есть, в зависимости от рынка и застройщика, это может быть... То есть, если вы покупаете что-то у пакетского застройщика, как правило, вы будете платить, там, скажем, 30% на контракте, потом, скажем, 50% будете оплачивать во время стройки с платежами, которые привязаны к этапам строительства, и остальное на сдаче. В Бангкоке и среди застройщиков из Бангкока, которые работают на Пхукете, имеется более дружелюбная схема, когда вы платите, скажем, там 30% на контракте, и остальное все на сдаче проекта. То есть вы заплатили 30%, потом 2 года вы ни о чем не думаете, и уже остальное вы платите на сдаче проекта. Исключением и по рассрочке являются некоторые застройщики, скажем, Banyan Tree Group, которые строят лагуну, они предлагают рассрочку после сдачи проекта до 5 лет по всем своим проектам. То есть вы можете заплатить 50% во время стройки, и потом 50% вы можете выплачивать им до 5 лет, но это уже не беспроцентный вариант, то есть там интерес около 7%. Давай в паре слов поговорим о том, что делать с недвижимостью, которую человек в Таиланде приобрел. Если человек купил недвижимость под инвестиции, то какие у него базовые направления действий могут быть? Ну, здесь, мне кажется, справедливо речь не о направлениях, а о компонентах. Мгм. То есть в любом случае вы покупаете недвижимость, даже если вы покупаете ее по сдачу, то все равно вы думаете о капитализации тоже. Мгм. То есть, исходя из этого, в Таиланде большинство покупателей в курортных зонах, они берут недвижимость под сдачу, так как здесь довольно-таки хорошие возвраты. Либо вы можете взять недвижимость под перепродажу. То есть, если вы видите, что проект находится либо ниже рыночной цены, либо находится в районе, который быстро развивается, и вы знаете, что цены повысятся, то вы можете купить просто с целью быстрой перепродажи. По факту все остальные стратегии — это комбинации этих 2 факторов в той или иной пропорции. Мгм. А, А вот можно я Мгм. тут вклинюсь в твою речь? А как тебе кажется, вот сейчас, допустим, в 2024 году человек покупает, хочет припарковать деньги, ну, скажем, лет на 5. Вот какую стратегию тут ты бы выбирал? Если вы хотите вложить деньги и их приумножить, то Мгм. самый оптимальный вариант, скажем, зайти в какой-нибудь проект от надежного застройщика на стадии пресейла, когда цены самые низкие, то есть взять хорошую квартиру, и потом после сдачи проекта продолжать сдавать квартиру в аренду. То есть вы получаете капитализацию и Мгм. получаете арендный доход. Капитализация выше всего во время стройки. То есть начиная от ранних пресейлов, предпродаж, до сдачи проекта, как правило, цены в проекте растут на 20-30%. То есть это Нет у них эскроу-счетов. есть, то есть вы можете Есть? открыть эскроу у юриста, это все организуется. Мгм. Я имею в виду, что у нас на котловане уже нет большого, экономического смысла покупать в России. Здесь все еще есть. Здесь всё ещё Ну есть. и Мгм. в Таиланде развита культура пресейлов, то есть тайцы в основном покупают кондо на предпродажах. То есть проблема здесь с тем, что покупать готово. Если вы покупаете застройщика, то на момент сдачи проекта все хорошие квартиры уже будут проданы. И во многих проектах вообще все квартиры будут проданы. То есть вы сможете купить при продаже. Мгм. А, Ну, а доступы к пресейлу с улицы не даются, если я правильно понимаю. Они даются, но просто вопрос тому, как рано. То есть, как правило, когда если у застройщика есть хороший интересный проект, то его сначала дают своим, то есть сотрудникам и членам семьи, и друзьям, и там потом существующим инвесторам, потом агентам. И в зависимости от того, насколько у вашего агента хорошие отношения с застройщиком, он может вклиниться в это раньше или позже. Мы всегда стараемся, если мы знаем, что будет хороший проект, то мы стараемся получить доступ как можно раньше, чтобы наши клиенты получили, во-первых, самые лучшие цены, во-вторых, самый лучший выбор квартир.
То есть, соответственно, если к вам прийти, с вами проконсультироваться, то вы можете подсказать, какие объекты на пресейле сейчас доступны. Да, но в недвижимости также важно терпение. То есть вы можете посмотреть то, что сейчас доступно, либо вы можете сказать, что вы хотите, то есть какие ваши таргеты, и мы можем просто вас держать в курсе всех новых интересных объектов. То есть мы скажем, вот мы знаем, в следующем году будет запускаться такой-то проект, мы его рекомендуем рассмотреть, и когда будут доступы к прайс-листам, мы вам сразу дадим знать. Классно, хорошо. Давай мы, наверное, в описании к видео оставим ссылочку, по которой наши зрители смогут перейти, попасть в вашего телеграм-бота, там оставить заявочку на консультацию бесплатную, да, и ребята из Sunway Estates ответят на все ваши вопросы по всему рынку недвижимости Таиланда, расскажут, какие есть интересные объекты по низкой стоимости прямо сейчас. Это вас ни к чему не обязывает, да, вы просто можете все свои вопросы задать. Да, с удовольствием. Ну вот, объективно говоря, если мы смотрим лет на 5 вперед, если человек придет на этапе пресейла, можем ли мы попытаться спрогнозировать какую-то доходность именно по капитализации объекта? Ну вот, давай рассмотрим там какой-то кондоминиум за там не суперкосмические деньги, не очень далеко от моря, но не самая первая линия. Да? Вот человек Мгм. зашел в такой объект прямо сейчас, допустим, через вас на пресейле купил. Какие он может себе делать ожидания по капитализации? По капитализации, ну, скажем так, возьмем средний проект, чтобы там не делать каких-то безумных прогнозов. Мгм. Во время стройки где-то за 2 года цены должны вырасти на 20-30%, то есть это 10-15% годовых. После сдачи в нормальном рынке цены, если брать Пхукет, то они растут где-то на 4,5-5% годовых. То Мгм. есть за 5 лет, то есть из них 2 года это будет стройка, и Мгм. потом 3 года нормальная капитализация, это будет где-то 35-45% полный рост цен. Давай попробуем прикинуть по доходности в зависимости от каждой стратегии выбранной. Ну, по капитализации мы уже сказали, то есть она Да. будет в среднем там 20-30% во время строительства и потом около 5% в год. По арендной доходности, если мы говорим о проекте, который находится в популярном районе у пляжа, либо просто популярном для туристов районе, который может сдаваться на посуточной базе, то доходность, как правило, будет около 7-8%. То есть сейчас после ковида был очень большой ажиотаж, то есть возвраты были гораздо выше, то есть там 10% выше. Но я думаю, в там периоде там 2-3 лет рынок стабилизируется и выйдет опять на доковидные показатели, то есть около 7% годовых. Но тут опять нужно сделать оговорку, что всегда все упирается в конкретный объект. То есть Мгм. вы должны выбрать объект, который будет интересен для сдачи, для перепродажи, и здесь нужно смотреть конкретные на локацию, на застройщика, на удобство, на ценник, как бы ландшафт конкурентов, то есть сколько проектов имеется в районе, то, что происходит в самом районе, то есть нужно понимать, что вы покупаете. И опять же, как бы, ну, в любом случае, это отвлеченные цены, но давайте рассмотрим это на конкретном примере. Чтобы не вести речь об общих цифрах и средних понятиях, давайте поговорим о конкретных проектах и о конкретных их квартирах. Это проект Origin Bantao. Мы находимся сейчас в их офисе продаж. Мы были одним из первых сильных агентов-застройщиков по этому проекту и продали здесь довольно-таки большое количество квартир. На старте продаж квартиры с одной спальней здесь начинались от 4,3 миллионов бат. Сейчас в проекте осталось 5 квартир, все односпалки, и цены на них начинаются от 5,7 миллионов бат. То есть понятно, что это не те же самые квартиры, но и даже если сравнивать сопоставимые квартиры, то есть там один этаж, одна и та же планировка, идентичные виды, то рост цен составил 15-18% и выше всего за 10 месяцев начала продаж. Это очень хорошая капитализация за тот период, который прошел с начала продаж. Это все благодаря тому, что проект попал
идеально в яблочко по всем показателям по привлекательности проекта. То есть начиная от цены, заканчивая локацией и репутацией застройщика, историей проектов и всем остальным. Мы знали об этом проекте довольно рано, потому что мы были в связи с застройщиком через наш офис в Бангкоке, и мы были первыми, кто получили информацию и получили доступ к квартирам. То есть мы взяли эксклюзивный блок квартир, который мы информация, которую мы передали нашим клиентам, он очень быстро разошелся, и сейчас они все довольно-таки счастливы капитализацией, которую они получают. В проекте все еще имеются квартиры, их немного, но они все еще есть. Поэтому если вашим зрителям интересно, то они могут с нами связаться, и мы можем дать информацию. Помимо этого, в проекте есть виллы Балка. То есть это не просто кондоминиум, это проект смешанного использования, то есть здесь имеется несколько компонентов. Виллы Балка тоже очень интересный проект, потому что на Пхукете почти нет вилл в пешей доступности до моря, если это речь не идет о супер-лакшери проектах, которые стоят там миллионы и миллионы долларов. Помимо этого имеется отель, отельные виллы, а также брендовые резиденции при этом отеле. Отельный бренд пока не разглашен, но мы знаем, что это будет очень хороший производственный бренд. Я думаю, очень известный всем вашим зрителям. То есть вы уже знаете, но просто можете Мы говорить. имеем хорошее представление, скажем так. Так. То есть пока еще проект не финализирован, но если вы хотите, опять же, хотите знать больше о проекте, вы можете нам написать в Telegram. Наши менеджеры вас зарегистрируют и будут вам отправлять обновления об этом проекте и других нового проекта застройщика и других застройщиков. Скажи, пожалуйста, а какие дополнительные расходы на меня, как на инвестора, могут лечь? Налоги, то есть при покупке квартиры, как правило, если покупатель застройщика, то платит только 1% покупателям. Мгм. То есть в Таиланде есть всего есть 3 налога, которые платятся при передаче квартиры. Это Special Business Tax, это налог на конкретный вид деятельности, это налог на передачу права собственности и подоходный налог. То есть они в сумме составляют около 6-3%, но, как правило, застройщик платит большую часть из них. То есть, по факту покупатель платит только 1%. Ежегодные налоги на недвижимость в Таиланде тоже есть, но они очень низкие, и они не касаются первой квартиры, которую вы покупаете, до 10 миллионов бат. Мгм. Но в любом случае там у них потолок 0,3% в год. У большинства людей это будет 0,01%, 0,02% в год. Если говорить о текущих расходах, то в Таиланде у всех проектов имеется плата за обслуживание общих территорий. То есть это плата, которая взимается со всех жильцов, которая базируется на размере их квартиры, как правило. То есть она платит за квадратный метр. И эти деньги идут на зарплаты охране, на чистку бассейна, на вывоз мусора, на свет в общих помещениях, то есть на обслуживание проекта. Как правило, ее размер варьируется от 60 бат за квадратный метр в месяц до 100 бат за квадратный метр в месяц. Есть в люксовых проектах и выше, то есть есть 150 и 200, но это уже такие исключения. Саш, я уверена, что нас смотрит много людей, которые присматривают себе сейчас недвижимость в Таиланде. Вот давай представим, что человек находится на примерно нулевой стадии. Вот к вам пришел такой клиент, и расскажи, пожалуйста, какой у него будет пошаговый план действий. Вот человек пришел, говорит, у меня есть примерно столько денег, я хочу недвижку под инвест. Что он будет дальше делать? Как вы ему поможете? В этом случае первый шаг – это понимание того, что человеку нужно, потому что инвестиция – это гибкое понятие. То есть если человек хочет что-то сдавать, то это будет один ассортимент проектов. Если он хочет что-то под перепродажу, то будет другой. И, соответственно, выбор квартиры будет отличаться. Мы всегда советуем клиентам приехать на место, то есть на Пхукет, Самуи, Бангкок, то есть увидеть локации, увидеть сами районы, которые они рассматривают, посмотреть шоурумы, потрогать бетон руками, посмотреть на стройку.
Это не всегда практично. То есть мы можем провести сделку полностью удаленно. То есть там на определенных шагах для этого потребуется доверенное лицо, скажем, юрист с доверенностью, но это возможно. То есть там переслать контракты по почте — это не проблема, подписать удаленно не проблема. То есть единственная проблема — это именно приемка объекта. Но, тем не менее, как правило, мы всегда советуем клиентам приехать самим посмотреть, чтобы у них была полная уверенность в том, что происходит. Но это уже такая более отдаленная перспектива. На первых этапах главное — это понять, чего клиент хочет. Потом мы предложим варианты, которые он может рассмотреть. Мы сделаем прогноз по доходности, то есть покажем, какие цифры клиент может ожидать. И после этого уже на основании этой информации, то есть клиент будет задавать какие-то вопросы. И когда он будет уже доволен с ответами, которые он получит, то человек может забронировать квартиру или виллу. Окей, человек прошел этап покупки, переходит к этапу сдачи объекта, да, если он купил под сдачу, и при этом человек находится не в Таиланде. Как этот вопрос решается, как происходит коммуникация с управляющей компанией? Еще на этапе сдачи квартиры человек подписывает договор с управляющей компанией, если речь идет о управляющей компании самого проекта. Либо после сдачи он может подписать договор с компанией по управлению недвижимостью. Они будут слать ему отчеты по имейлу, то есть о текущих бронированиях. Это могут быть разные формы, в зависимости от компании, но вам будут слаться отчеты по заполняемости, то есть или по конкретным букингам, и по тому, сколько денег уходит вам на счет с каждого букинга. То есть если речь идет о отельной аренде, то есть на короткие сроки, то, как правило, вам за каждый день не будут слать их индивидуально, поэтому не собирают, там, скажем, за месяц или за квартал, и потом это отправляют регулярно. Вы можете быть настолько вовлечены, насколько вы хотите. То есть если вы хотите полностью, чтобы за вас это все кто-то другой сделал, и вы не думали об этом, это вполне возможно. Если вы хотите больше контроля, то это тоже возможно. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас получился выпуск. Если он вам понравился, вы, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Ну, а еще я вам хочу напомнить про очень классное спецпредложение, которое вот специально для наших подписчиков сделали ребята из Sunway Estates. Как это работает? Смотрите, вы можете перейти по ссылочке в описании и попасть в Telegram-бот. Там оставить заявку на получение бесплатной консультации от Sunway Estates, и ребята вам подскажут, ответят на все вопросы, которые касаются всего рынка недвижимости Таиланда, в том числе Пхукета, Самуи и Бангкока. Да, вы на этой консультации сможете задать любой вопрос, и ребята вам помогут с подбором объекта. Либо переходите в Telegram-бот, либо переходите на сайт Sunway Estates и там оставляете заявку. А еще у ребят есть очень классная такая акция, можно сказать. Если вы решитесь на покупку объекта вместе с ними, то вам подарят бесплатный авиаперелет до Таиланда. Там есть свои нюансы, мы их пропишем в описании. Изучайте и пользуйтесь, потому что, по-моему, это очень прикольно. Ну а мне, друзья, пора наконец-то уже искупаться в море, выпить свой кокос и что-нибудь еще приятное поделать. Пишите в комментариях, как вам выпуск, какие у вас мысли, захотелось ли вам тоже купить объект под инвестиции или для жизни в Таиланде. Пишите все в комментариях, я вам обязательно отвечу. Ну и на этом все. Пойду окунаться. Пока-пока.